приехал поезд. Добро пожаловать в страну, окруженную почти со всех сторон Индии. Добро пожаловать в Бангладеш. Когда здесь говоришь hello, на тебя как на лунтика смотрят. Ходят или слепые, или инвалиды. This is room? Вот здесь вообще самое козырное место. Вид сбоку. Чуть-чуть не грязь. 50 рублей. Просто без подстраховки. Догоняем местный автобус. С корабля сразу на пал. Опять небольшая помойка. Продавец, похоже, пчеловод. Ну и здесь, естественно, как всегда, жарко и очень влажно. Уже на подлете к Дакке, столице Бангладеш, когда начинает спускаться самолет, видно огромное количество озер, рек. По праву это одна из самых влажных стран в мире. В сезон дождей здесь просто невозможно высушить даже голову, если нет в наличии кондиционера. То есть, если ты искупался с утра, до вечера будешь ходить с мокрой головой. Чем мне нравится Бангладеш? Его можно назвать как угодно. Самой грязной страной в мире, страна-помойка. В общем, много оскорбительных слов в адрес этой страны можно услышать, но меня сюда каждый раз тянет именно то, что здесь, во-первых, нет туристов, и меня это очень радует. Благодаря тому, что здесь созданы такие условия, которые просто отпугивают туристов, мне приходится сюда приезжать снимать видео. Как удав манит кролика, меня так манит эта страна. Между прочим, Бангладеш – это одна из тех стран, где количество отравлений кратно количеству моих приездов в эту страну. То есть был я 2 раза здесь, 2 раза я травился. И травился прям жестко. Ну, обычно это уличная еда. Она всегда меня выбивала из колеи. Идем мы, естественно, в сторону местного рынка. Самое колоритное место. И меня сразу предупреждают: be careful, будь осторожен. И несмотря на то, что это мусульманская страна, в принципе, такие вещи должны жестко пресекаться, но плохих людей еще никто не отменял, поэтому могут и из рук дернуть, и телефон, и сумку. Надо предельно осторожничать, скажем так. Ну и, конечно же, я хотел уже обрадоваться, что нету мух. Нет, мухи есть. Здесь рыбный рынок. Посмотрю, он куда-то переместился. Все то же самое. Очень колоритно. Ну, вот сейчас мелодию, которую вы слышите, это ходят или слепые, или инвалиды. Включают ее и собирают донаты. Здесь что-то все переплелось. Те самые ножи для резки рыла. В принципе, простое приспособление. Russia. Ну и, как обычно, рядом находится железная дорога. За 5 така, это 5 рублей, можно здесь искупаться. Без проблем. Hello, my friend. Здесь общественная баня.
5 рублей, и вы всегда чистый и чистый. Ну, в принципе, нормально. Я вам так скажу. Несмотря на то, что все это бедненько, но это все чисто. Здесь нет грязи, по крайней мере. Но еще бы здесь была грязь. Душевая. Здесь не купаются голыми. Здесь купаются в тазонабедренных повязках. Ну, в каких-то простынках. В них удобно. Вот слышите, если хлопки, знаете, что кто-то рядом стирает свою простынку, которая испачкалась за весь день. Трудодень. Здесь рынок железа. Мужику что-то в глаз попало, вытаскивают у него. Так, мы прошли, в принципе, производственные цеха. Там работают кузнецы, в этих мешках уголь для того, чтобы греть металл. Так, а мы поднимаемся. Куда мы поднимаемся? Куда-то поднимаемся. Так, на второй этаж. Второй этаж это дома. Это вот такие дома. Вот люди живут в таких домах. Метр на... Ну, сколько тут? Метр на 2. То есть вот она, мини-комната. Вот такие мини-голубятни. This is room? Yeah. Вот комната тоже, пожалуйста, This смотрите. is already the gate. Это просто скворечник, можно сказать. Красавец голубок. This is the flag of BNP, a political party, big political party. Да, конечно, очень интересно. All the different, this is already rented. How much rent? Oh, only 100 taka, Bangladeshi taka, maybe One day? less than $1, 1 day. $1 в день за аренду такого жилья. Вы еще жалуетесь на жизнь, да? Вид сверху на рынок. Вот его комната. Ну, yes. От комаров, от насекомых. Блин, здесь так жарко, я даже не представляю, как спать. Чтобы вы понимали, вот эта штука, она от дождя, она не пропускает. Вот еще комната готовая. В принципе, если я до конца туда продвинусь, мои ноги будут все равно торчать. Я не умещу здесь. Для меня это очень маленькое помещение. Но с женой, по крайней мере, здесь неудобно будет жить. Ну а вот вообще из металла стены. Ну, по факту здесь люди живут как птицы, чтобы вы понимали. Птицы то проветриваются, есть всегда корм, им не нужно работать. Им хотя бы приносят еду. Это, наверное, единственная отрада, чему люди здесь радуются. Прийти после тяжелого рабочего дня, посмотреть на голубка, и тот, наверное, молодой, недавно родился или болеет. В основном все рабочие здесь приезжие из других регионов, так как здесь столица, ну как и столица любой другой страны, все стремятся приехать в нее на заработки. Поэтому, чтобы сэкономить денег, отправить семье, живут в таких условиях. Здесь вообще самое козырное место, получается, ты поднимаешься с лестницы и сразу твоя дверь. Здесь, по-моему, 120 рублей стоит ночь, так как не надо далеко идти. Я так понимаю, вода льется, здесь еще один общественный туалет или баня. Вид сбоку. Что кричат
эти мужчины и женщины. В общем, это ряд там, где чистят рыбу, нарезают вам на куски. Порезать, почистить стоит 20 така, это где-то 20 рублей килограмм. То есть вот там за углом находится фиш-маркет, где продается рыба. Там ее купил, сюда приносишь, здесь тебе ее зачищают. Но So a customer with fish. такое ощущение, что рыба уже полежала на солнце пару месяцев. Ну, вот визуально вот так вот все это выглядит. Может быть, здесь другие мерки свежести, но я бы, конечно, такую рыбу не стал брать. Пора отсюда выходить. Здесь что-то, ну, очень шумно в этой части. Маршрут перестроен. Надо купить каких-то фруктов и отнести в номер, потому что здесь с едой мне не везет почему-то. В принципе, если визуально чисто, то это не значит, что готовили чисто. У меня были потеряны кадры с этого рынка. В общем, справа от меня железная дорога, и как раз в этом месте находятся драг-дилеры. Ребята, которые занимаются продажей чего-то запретного. В общем, получился такой момент, что я снимал видео, и в это время ехал шутка, ехал поезд и начали кидать камнями в меня. Серьезный дядька. Зеленые маленькие недоспевшие кокосы или что-то похожее на это. Горы травы, горы редиски. Здесь не разговаривают килограммами, здесь разговаривают корытами, корзинами. Здесь продаются какие-то очень интересные сорта перца. Я первый раз такие вижу. И, сморщенные, ну такие прям вот аж страшные. This is lemon. How much? Лимоны местные. 60 рублей килограмм. Но это что-то такое, перемешанное с апельсином. Это, во-первых, очень жесткое, бесформенное. И запах не такой, как от лимона, а что-то интересное. Здесь, я так понимаю, общепит. Общепит с рынка. Ну, вообще, считается, рынок не самое лучшее место для употребления пищи, но не знаю, здесь выглядит все свежо и аппетитно. Здесь и креветки, и рыба, и душ рядом. How much? 5 taka. 5 така? Здесь же душевая. Здесь же рыбку готовят. Здесь же моются, бреются, спят. Свадьбы проходят, птиц разводят. В общем, рифмовать можно долго. Вот еще общественная баня. Вот еще общественная баня. 5 така всего. Ну чисто. Самое главное, что тут чисто. Там, внутри, где моются, чисто. Просят, чтобы я их снял. Здесь еще одна душевая. Честно, я здесь уже несколько раз хожу, но сюда как-то не заходил. Здесь кухня, kitchen. Это еду. There is another
Здесь тоже кухня. Душевая. Получается, на 100 квадратных метров я уже вижу 5 душевых. Постричься, побриться. Еще раз постричься, побриться. Еще раз постричься. Рядом лепешки жарят. Работает вентилятор. Надеюсь, волосы не летят туда. Тут на каком-то языке непонятном говорит. Его снять? Окей. Сними, говорит, его, и тут же мне кричит 500 така. Здесь что-то делают. Мне кажется, чтобы взять и вот так вот изменить свою жизнь, например, если ты родился, вырос в другой стране, вот просто приехать и попытаться влиться в эту культуру, ну, люди могут с ума сойти. Как же здесь все красиво. Смотрите, там, где морковь продается, используются специальные лампочки, чтобы морковь красиво смотрелась. Здесь точка совсем. Да. В общем, если капуста, кабачок зелененькие, подсвечивается зеленым. Если перец, то почему-то фиолетовым. Так, здесь дышать нечем. Здесь чеснок и перец. Лучше отсюда уходить. Так, отсюда надо выходить, здесь дышать нечем. Вон, видите, даже местные чихают. Опасные ряды. Я вообще первый раз такие лаймы вижу. Так, все, уходим. Уходим. Здесь не лучшее место для прогулок. Все, вот он, эти ряды. Чеснок, имбирь, перец, пыль, чуть-чуть не грязь, какие-то кабачки интересные. Пацан, который на меня смотрит. This name? Коду? Коду это называется штука. Your name? Садуар. Садуар. В общем, продавцы чеснока и имбиря и лука, наверное, здесь не болеют никогда. Russia. 50 рублей стоит вот такой вот ананас. Самая лучшая еда. В принципе, на рынке сейчас возвращай. Ананасы не сезон, а сезон гуавы, арбуза. Очень. И еще что-то. Не знаю, как это называется штука. Личи, не личи. Но это деревянное, чтобы вы понимали. Это просто кусок дерева. Так как сейчас не сезон на вот этот фрукт, он стоит 200 рублей килограмм. Ну, вот таких вот будет 2 штуки в килограмме. Таких будет 3. Но это очень опасный фрукт на самом деле. А в чем его опасность? Было время, когда я съел 2 штуки. Они здесь прям такие внутри, знаете, кислотного цвета. Ну, прям очень-очень-очень мощные, сочные. Ну, вкусные, действительно они вкусные. И буквально к вечеру я покрылся весь, как маленький ребенок, волдырями.
если его пить. Если его есть, нужно сразу пить. От аллергии что-то. Это не только у меня такая реакция, это реакция и у местных такая на него. Если его много съесть. Арбузы местные. Такое ощущение, что это надувные резиновые мячики. Килограмм 60 тако стоит. Папайя. Здесь она как местная папайя. На вид невзрачная. Маленькие плоды. Нету четко выраженного аромата, как в других странах. Папайя. Я не мог это пройти мимо и не показать вам. То есть вот этот пацан двигает вот эту лестницу из веревки, на которой сидит другой и красит фасад. Просто без подстраховки, без ремня безопасности, на веревочке с ведром. Отчаянные люди. Просто как Маугли висят. Мы ходили, наши ноженьки устали, и молодой человек заработает денег. Быстро до отеля. Самый дешевый вид транспорта в Бангладеш. Индия, Бангладеш, Пакистан. Ну, еще ряд стран, где наша жизнь ничего не стоит. Был человек, нет человека. Здесь такое количество населения, что минутное воспоминание. Здесь закон джунглей, выжить нужно. Вроде бы едешь на рикше, прохладно, хорошо. Стоит только куда-то зайти, там, где здания со всех сторон, там становится невозможно дышать и обливаешься потом постоянно. Как говорит мой бангладешский товарищ, он знает, что я в дьюти заходил. Пойдем, говорит, обеззаразимся. Я тоже подумал, в принципе, хорошая идея. Может, это и был повод купить овощи и отнести их в номер. Старый, добрый Джонни. Давай. Никакого алкоголя в моей жизни. Только антисептик. Чесаться так чесаться. Блин, он прекрасен. Как свекла. Если его охладить, это как не знаю что. Это какое-то новое чувство. Ну, не про то, которое вы подумали. Это вкусно. Что-то такое кисленькое, легкое, сладковатый привкус, неприторный. Сочная очень, такая приятная текстура. Сейчас у меня появится на коже. Очень вкусная штука. Похоже, я в прошлой жизни был мексиканским кактусом. Сейчас я вам покажу, как едят драгонфрут настоящие бангладешцы. Хотел сказать, как и я. Мы пополам его едим, потому что у него тоже аллергия.
Sweet? Yeah, it's sweet and it's little allergic to me. That's why. В общем, вкусно. Он говорит, все вкусно. Eat this. You asked me to taste. That's why I'm tasting. It's sweet. If you want to see the dragon garden where the dragon grow, we can go there. Это, конечно, парадокс, но я его понимаю лучше, чем некоторых своих друзей, на самом деле. Очень часто, конечно, прибегаю к переводчику. Ну, то есть есть слова, которые я вообще не знаю, потому что английский это я его вообще не учил. Ты сейчас алфавит спроси его, я не знаю, учу слова только. Но он выбирает слова, которые мне понятны, и мне с ним легко. Ну, естественно, я подучиваю каждый раз, там, переводчик всегда рядом. Но не тяжело мне ему объяснить, что я хочу, и он понимает. Некоторым можно объяснять по 2 часа, и очень тяжело. Нашему водителю тяжело, потому что он сам щупленький. Вроде бы, кажется, у таких людей должны быть мощные ноги, но они просто сухенькие все. Потому что еды нету нормальной. Едем в сторону реки. Одно из самых лучших мест в Бангладеше – это всегда река. Я вообще люблю воду. Электрики разбираются в проводах. Сейчас сезон, между прочим, оранжа. Ну, можно сказать, мандарин. Зеленый мандарин. Сладкий, сочный, вкусный. Всегда можно выпить сок. Но здесь я советовал бы не пить соки, а лучше купить, сполоснуть его под краном и так поесть. По крайней мере, так безопаснее. Здесь где-то мечеть, наверное, находится. Смотрите, вдоль дороги. Ну, в сторону Мекки все обращены. И здесь никто не старается сигналить. Потому что если сигналить в тех местах, где люди молятся, это будет строго осуждаться. Поэтому тишина. В Бангладеше много бедных, но мало попрошаек. Здесь нет надоедливых попрошаек, как в Индии. Редкий раз кто-то спросит. В основном здесь женщины спрашивают, но им дают все. Ну, видно, там, не знаю, может, по каким-то причинам отсутствует муж или нет работы. Догоняем местный автобус, сделанный из, просто я не знаю, из чего он сделан, из каких-то банок от краски. Я думаю, что я посвящу отдельный ролик местным автобусам. Эта тема очень интересная. Здесь тоже любят слоников. Мечеть. Что-то рассказывает мулла. Автобус ушатанный, как и все вообще автобусы в Бангладеше, достойны особого внимания. Человек с тазиком на голове. It's the new market, huge market. Ну и местная барахолка.
Все за копейки продается. На дорогах очень плотненько. Автобусы, рикши, велосипедисты. Девушки красивые. Попадаются. Аккуратненько, тихо написано Galaxy Bar. Там вы можете прийти, несмотря на то, что это мусульманская страна. Есть те, кто грешат. Можно прийти и согрешить с непристойными напитками. Чем я и занимался в номере. Аккуратно. Мы покидаем нашего драйвера, потому что тут все встало. А жизнь, как говорится, идет, не стоит на месте. Поэтому только вперед. Самое прикольное, что здесь мужики стоят, все перебирают. Не женщина, а мужики больше покупают все это барахло. Копошатся. Очень плотно населенная страна. Для неподготовленного человека, конечно, это будет дико увидеть такое количество людей. Для местных жителей это норма. Мы застряли, даже пешие уже застряли. Куда идти-то? Раздвигает для нас дорогу. Здесь транспорт просто не нужен, потому что ты будешь стоять всегда. Стоять в пробках. Какой-то кошмар. Представьте, при таком большом трафике человеческом, как тут можно вообще убираться, что-то делать? Тут пройти бы нормально. Какие коммунальные службы? Тут по ночам, если... Какой-то кошмар, реальный кошмар. Какие-то колючки. Что-то знакомое. По-моему, рамбутан? Я думаю, что это такое. How much? 1000? 1000 рублей стоит килограмм. Ну, очень дешево. Я даже боюсь посмотреть налево. Чтобы вы понимали, я иду с краю, а там еще десятки метров. Это книжный рынок. Одна из читающих улиц в Даке. Все хотят что-то почитать. Всем нужны книги. Все просвещаются и образовываются как новое начало. Торговался. Все-таки взял нас. Но это уже считается элитный водитель, потому что у него элитный аппарат на батарее. Крутить не нужно. Продолжение рынка. Здесь более бюджетные места. Здесь можно прийти с семьей, с детьми, одеться, обуться на праздник, в общем, на любое мероприятие. Заколки, помада. Так как сегодня пятница, соответственно, сегодня джума намаз. Очень много народу в мечети. Да и мечети здесь очень много. Я думаю, что 90% это мусульмане в Бангладеше. Лично по мне все улицы одинаковые. Я не знаю, сколько раз мне нужно пройти, чтобы научиться отличать их друг от друга. И еще одна мечеть. Подъезжаем к старой Даке. По мне тут все старое, но есть различия. Едем, и конца края этой улицы нет.
какого только барахла здесь не продают. Сумки, цветы, машины, детские вещи, тапки, сланцы. Все здесь. Что больше вам скажу, что что-то кто-то насрал на нас, по-моему. На меня. И похоже на водителя тоже. И чуть-чуть на камеру. This is bird? Или плюнул кто-то? Что? Слово Денис и плюнул, это, по-моему, уже слова синонимы. Вообще сверху кто-то что-то сделал. Таким пастообразным, скажем. Тягуче. Он рассматривает. Ему, похоже, на руку плюнули. Мне кажется, здесь ночью можно фильм ужасов снимать на этой улице. Здесь будет страшненько. Куда-то приехали. Место, где на меня все так смотрят. Необычно. Туристы, наверное, сюда не приезжают. Какой-то рикша стейшн. Местный вокзал. Местные красавицы. Убирают глаза в пол. Ну, в мусульманских странах всегда, не во всех, конечно, вот где вы сами поняли, где женщины стараются не пересекаться взглядом с мужчинами, с чужими. Я представляю реакцию жены, если я прихожу, говорю: все, собирайся, поехали в Бангладеш. Я чувствую воду. Я чувствую... Там что-то кидают. О, Господи. Я чувствую... My friend. Вот вам и Бангладеш, друзья. Вроде бы... Здесь жизнь должна закончиться, а нет. Реки-то полноводные. И рыбы много. Спускаемся на набережную. Набережная реки Вонючки. Городская фактория. То есть с заводов вода вся спускается в реку. Так, за мной кто-то идет и очень тщательно все рассматривает. Здесь рыбы немерено. Она выпрыгивает. Дед, который что-то ловит. Смотрите, вот все, что это плещется, это рыба. Fish? Big? Suckerfish? Знаете, как все это красиво, да? Течение, вода, лодки, корабль, плавающие вот эти водоросли. Что еще? Мусора чуть-чуть. Реально красиво. Птица. Конечно, как тут будут реки чистыми, когда вот ни на секунду не останавливается мусор. Это, наверное, одна из тысяч труб, которые впадают в эту реку. Жалко. Этот дядька уже что-то час здесь крутит. В общем, вот так вот выглядит эта рыба. Но, говорят, она не очень съедобная, такая опасная. Все равно ее едят. Ее едят. Ее здесь много. Это, наверное, единственная рыба, которая здесь может приспособиться жить. Здесь просто все кишит этой рыбой. К рыбакам, к тем не пойдем, потому что там очень грязно, там утонешь, пока дойдешь. Какой-то странный процесс происходит с этой рыбой. Такое ощущение, что он всплывает, чтобы
чистого воздуха вдохнуть. Здесь все играет. Здесь просто ее много. Но ее, наверное, едят самые бедные слои населения. Ну да, мне кажется, все-таки эта рыба всплывает, чтобы вдохнуть воздух. Скорее всего, может, задыхается. Тяжело это. Посмотрел на эту рыбу, аж сам что-то тяжело задышал. Тяжко и бедненько, наверное. Ничего. Здесь уже стоит 120 така килограмм. Если вы берете коробкой. В коробке не так и много, в принципе. Это 120 рублей. Это не так и дорого. Я реально в России таких не видел крупных. Это прям крупные. Здесь под килограмм будет. Видите, такое. Большие. Очень большие. Стоило Денису подойти. И все подошли. А, сейчас же все с молитвы выходят. Какие-то огурцы местные. Все любят огурцы. Салам алейкум. Лучше поздороваться так. Thank you. Да, это огурец. Это огурец. Thank you. Огурец желтопузик. Хоть огурцов довольно наесться. Я сам себя снимаю, и монитор камеры на меня смотрит. И все сбоку подходят, смотрят, что ж там происходит. Пора на корабль. После огурцов всегда хочется поплавать. Кто придумал эти огурцы? Там что-то происходит. На той лодке фасуют мандарины. Все ненужное выкидывают в реку. Я, похоже, огурец вместе с газетой сел. Жена попросила показать. Денис, увидишь весло, покажи, как оно выглядит. То самое весло, которое управляет лодкой. Идут торги. Он не преклонен. Увидел туриста. Соответственно, цена автоматически вырастает. Вода подтухает здесь, конечно. В Бангладеше природа плачет. Наш капитан Немо. Наш корабль подкидывает на волнах. Интересно, какая здесь глубина? Еще один сток в реку. Ну а мы направляемся в сторону кораблей, потому что однажды я был здесь, но я себя не очень хорошо чувствовал. Быстрее пробежался. Здесь уже, видите, ремонтные мастерские. Болгаркой он коленвал точит, подравнивает. Здесь все делается молоточком, болгаркой. Я думаю, нужно перед походом попить чай. Всем очень интересно, как иностранец пьет чай. Человек 15 впереди меня стоит и смотрит. И здесь, когда просишь чай, делают очень крепким. Вот я даже сейчас вижу, что у меня в стакане плавает гвоздика, имбирь. Я попросил, чтобы добавили еще кипятка и без сахара. Потому что они пьют очень крепкий чай. Ну, после крепкого чая закидывают с табачком. Как после чефира покурить, такой же эффект. Но нам такой не нужен. Сюда пригоняют старые корабли. Их разбирают. В общем, корабль для бангладешцев это просто. Это реально просто сделать. Для них это не проблема. Из кусков металла обшивают каркас. Сел и поплыл. Здесь нет каких-то норм, снипов. Чисто опыт. Кувалда, резак и покраска валиком. И все, корабль готов. Корабль приплывает. Его загружают вот на такие вот штуки и
потихонечку поднимаются с помощью лебедки наверх. Ну, судя по всему, у этого корабля только днище делали. Это точно не государственные, а частные. Покраска, отбивка старой краски. Почему сегодня не шумят? Наверное, все-таки из-за того, что пятница. Дети что-то ловят здесь. Если я залезу в эту воду, мне кажется, потом мне надо будет к дерматологу идти. Что-то ищет. Металл, наверное. Они ловят рыбу. Шоми, блядь? Вот такую вот рыбу ловят. Там ее даже не видно. Это рыба, которая на дне. Сомики. Все они вытаскивают грязь. Ну, краба поймал. Только что. 1 день работы кораблестроителя стоит 1000 така. I will bring you here another day with my cost, not on your cost. 1000 рублей. Винты размером с меня. Представляете, этот корабль, если поедет, он на каких-то палочках держится. Now this has been deployed. Вот корабль приплывает, молотками, кувалдами оббивают его. Сотни кислородных баллонов здесь. Здесь все грязненько тоже под ногами. Какие-то ручьи непонятные. Мужик что-то делал там. Мы ему помешали. Видно, давно стоит. Хотят сфотографироваться, ребят. Меня как-то странно обнимает сзади. Так, следующий. Так, next. Еще один. Теперь меняемся по очереди. Еще какие-то фотографии. Это бесконечность, в общем. Собака воет. Здесь что-то из дерева. Ну здесь продаются всевозможные приспособления, с помощью которых можно ремонтировать корабль. Тут какие-то кувалды деревянные. Или в аренду все это дело дается, не знаю. Цепи. Винты. Валы. Большой якорь. Мне кажется, как будто я на другую планету попал, если честно. Для меня все это настолько не дико, а настолько ново, непривычно, необычно. Когда здесь говоришь hello, на тебя как на лунтика смотришь. Говоришь салам алейкум, там сразу хором отвечают все мусульмане. Сразу тебя приветствуют. Здесь все закрыто сегодня. Видно, как с той стороны перевозят сюда людей из мечети. Мусульмане сегодня отдыхают, ну а мы их беспокоим. Так, теперь надо выйти отсюда как-то. Любите свою страну всегда. Всегда, какая бы она ни была. Прощайте корабли, но нас ждут приключения дальше. Нет, хотя вон кто-то работает, делают корабль. Там мало народу. Сначала нужно узнавать цены. Всегда. Он сейчас позовет. 100% он сейчас позовет.
From Russia. Мне показывают факт, я оттуда кричат, ну видишь, что мы уезжаем. Я им сказал, one big fuck you. И в области локтя. Я уже на корабле. Как же хорошо в чистом номере отеля быть. Помылся. Дезик. Чистое хлопковое белье. Дядька просто помылся. Что это такое? Фу, блин. Какая-то дохлятина под лодкой. Или дохлая утка или собака. Наконец-то мы подплываем обратно. Впереди большой корабль плывет. Никто не боится перед ним проплывать. Нормальное явление пересекать перед ним. То есть не дай бог удар какой-то, никто даже останавливаться не будет. Он как плыл, так и будет плыть дальше. МК Мусика называется корабль. Очень высокий подъем у него. Пересечь реку для двоих стоит где-то 150 рублей. Для местных еще дешевле, я же говорю, они видят меня. Чуть-чуть поднакидывают. По одному здесь, в принципе, никто и не катается. Сразу по 7, по 8 человек катаются. Так выгодно. Наша гавань. С корабля на бал сразу. На банановый бал. С корабля сразу на бал. На банановый бал. Вот такая вот ветка одна стоит. Здесь килограмм вот так под 12. Ну, ствол сам тяжелый, но все равно стоит 400 рублей. Ну, пускай будет 10 килограмм, 400 рублей. Очень много зеленых бананов. Я не знаю, или они поспевают, или что с ними происходит. И здесь тоже бананы. Здесь уже другие бананы, более вытянутые. Так, нам надо выйти отсюда. Местные оптовые, овощные и фруктовые рынки. Всех, наверное, интересует, что же это за лужи возле стен. Да-да, это те самые лужи. Из человека эти лужи выходят. Здесь никто не стесняется. Подошел к стенке, присел на корточки, тряпочку отодвинул аккуратненько, брызнул и пошел. Здесь это норма. Сейчас кто-то проехал и прям видит какой-то женский парфюм. Так хорошо запахло. Я прям оторвался на секунду куда-то в другой мир. Здесь что-то тоже происходит непонятное. Непонятно кошмарное. Я не знаю, куда мы приехали, но здесь полная задница, здесь столько народу. Вот перекресток, смотрите. Перекресток. Кто, куда, что едет, ничего не понятно. Вот там вот ближайшие 100 метров, 200 даже. Там... Так, я здесь точно не пройду. Так, как же туда пройти-то? Короче, я не могу пройти на ту сторону. Здесь надо телефон как-то спрятать, а то можно без телефона остаться. Это какой-то местный рынок денег. То есть здесь все деньги порванные, их можно поменять. Вот здесь разные валюты есть.
слишком плотно там. И я сейчас чувствовал, как в карман кто-то лезет. Я говорю, пойдем отсюда, потому что не то, не вариант. Причем лезут в карман, а у меня такие карманы длинные. И, в общем, глубоко залазят в карман. Это чуть не на... Сегодня какой-то невезучий день. Рабаш, 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 бураш, рабаш, бураш. Ну это что-то такое. Там все по 5, все по 3, что-то подобное. Идет дедушка, который никуда не торопится. Начинаются ряды с обувью. Так как я сейчас разорвал свои адики, мне надо какие-то сланцы купить, чтобы дойти до дома. Это все обувь, обувь, обувь. Она здесь стоит по 200, по 300 рублей. Оживленный перекресток, автобусы, полиция, милиция, люди, машины. Здесь все. Все вместе. И обувь здесь очень интересно продается в корзинах, как куры-несушки. Наверное, это топ номер 1. Самый оживленный перекресток, который я вообще видел. Ничего мощнее я еще не видел. Обувь пока не найдена. Уже поскорее хочется отсюда выйти. Даже у меня здесь начинает голова болеть от такого количества шума. Кроссовки по 150, така 150 рублей. Ну, соответственно, такого же качества они. Но за неимением. Самое интересное, что еще люди стоят за эти деньги, рассматривают их там. Проклеено, не проклеено, шито, не прошито. Обувной маркет. Вышли на другой перекресток. Здесь картина повторяется. Куда-то отправляется автобус. На таких я еще не катался. Больше на гробовозки они похожи. Вот эти машины. Так, ну а теперь нам нужен вкусный, хороший перекус. Сланцы так и не купили. Что-то там такое все. Ну, немножко исламский формат. Ну, больше мусульмане любят такую обувь. Она более такая строгая какая-то. Мне что-то более надо фристайловое. Смотрели и попали в камеру они. Что здесь у нас? Здесь курица, лепешки. В принципе, в Бангладеше все однотипное. Вся еда повторяется. Всегда. При таком количестве овощей небольшой ассортимент. Вот это меня, конечно, сильно удивляет. И, в принципе, овощей очень много. Я всегда удивлялся. Да и не только здесь. Это брать Индию, Афганистан, Пакистан. За последние полгода, наверное, первый раз сейчас буду пробовать лепешку. Все увидели, что я камеру включил сразу. На какой-то корейской пигоде похожа эта лепешка. Внутри воздушное, тесто как будто даже сырое.
так как у меня проблемы с белком, я это чувствую, у меня белковое голодание вот начинается. Что за яйцо такое, порвать его не могу. Поэтому прошу дополнительное яйцо всегда. Потому что если тебе приносят куриную ногу, вот такое ощущение, что это не куриная нога, а нога перепела маленького. То есть какие-то курицы худенькие-худенькие. Есть можно. Так-то все вкусно. Просто вопрос не к самой еде, а к принципам приготовления. Вот на моей курице сейчас есть волос. Мне кажется. Нет, это не волос. Это какая-то приправа волокнистая. Короче, съедобно. Нормально. Салат вкусный. Как я уже ранее говорил, здесь любят сильно лайм. Лаймом обливают все. Лайм. То есть его, любой салат, любое блюдо обливается лаймом всегда. Он стоит здесь копейки, поэтому витамин С. Я сначала подумал, что здесь жарко. На самом деле здесь не жарко, здесь много просто перца подают. И вот эту штуку нам дали, карри из курицы. Она действительно острая. Тебя закидывает аж в пот просто. Ты обливаешься. На улице прохладненько уже вечер. И перец свое дело делает прям такой ядреный. Все было идеально. Блин, в конце берет чувак, который сидит на кассе, он там их два сидело, и вот так вот делает, и причем он это делает 2 раза. Блядь. Когда поешь, вроде бы и жизнь меняется. Пока я рассказывал про ужин, рикша подоспела. Не хватает немножко этикета какого-то элементарного. Вот вроде бы все, руки моют, все полоскает. Ну, вот я же говорю, и мало того, что он вот так сделал, он еще и плюнул себе под ноги, чтобы вы понимали. Рядом стоит другой чувак, готовит еду, а третий готовит. Ну и в конце вишенка на торте. Едем в место, знакомое для большинства жителей деревень. Небольшой деревенский рынок. Опять небольшая помойка. Хотел сказать, что-то он быстро крутит, а оказывается, он на электрическом приводе мы едем. Еще одна мусорка. Это город. Ну, не знаю, центральная эта улица или нет, но большая улица. Широкая. Людей здесь хватает. Здесь что-то сладкое продается. Смотрите, сколько пчел. Даже на продавце сидят пчелы, он их уже не боится. Мы на месте, но нам сказали сюда приезжать через час. Пока еще никого нету. Ничего интересного здесь нету. Только вот дядька постоянно смотрит. Мне кажется, если я
вот так сейчас майку отодвину себе и буду смотреть на свою грудь, он тоже туда залезет. Он такой, без комплексов. Продавец, похоже, пчеловод. Ну, здесь все жужжит. Их очень много. Ну, они по нему лазят. Короче, местный фокусный какой-то. Не успел я включить камеру. Здесь было сейчас интересно. Водителю рикши по голове настучал сотрудник милиции пластмассовой дубинкой. Ну, чтобы не останавливались. Они останавливаются. Здесь что-то серьезное находится и не разрешают останавливаться всем подряд. Он остановился. Он нарушил закон. Ему объяснили с помощью дубинки. Из тоже своих. Здание полиции. О! Мы на месте, а вот и вишенка на торте. Сейчас мне переведут, для чего это. Потому что я что-то не понимаю, что здесь происходит. Находимся мы на местном небольшом локальном рынке, на котором продается молоко. Время вечер, ну, естественно, выбирают, чтобы ультрафиолета не было, и попрохладнее время. В будущем я вам покажу другие молочные рынки, но именно мы приехали сюда для того, чтобы показать, как хранится молоко. Перевод, конечно, прикольный. Тей положил этого зайца из-за своего путешествия на транспорте. Когда наливают это в бочку, молоко из банки не выливают. Другая причина в том, что этот план делает... Короче, я понял, что это такое. Это здесь обычная физика. Чтобы транспортировать молоко, добавляют вот эти вот листья. Я не знаю, что за листья это. Хорошо, если они помытые. Ну, молоко, в общем, не прыгало туда-сюда, когда везут большой объем, чтобы не перевернулся грузовичок. Это принцип бензовоза, молоковоза, стоят внутри перегородки. И эта трава делает молоко прохладным, не дает ему прокиснуть. Честно сказать, для меня это ново. Заказали молока. Кто-то приходит со своей бутылкой, кто-то приходит с пакетом. Так вот, привезли еще. Да, еще молоко привезли. Но я, конечно, не понимаю в таких маленьких бочках. В принципе, и в бочках тоже, чтобы оно не бултыхалось туда-сюда. Везде листья. Пейте, дети, молоко, будете здоровы. Ну, если руки чуть-чуть зашли в молоко, это не считается. Молоко. И еще молоко. И еще молоко. Не, ну согласитесь, оригинально все придумано. Поближе хочу рассмотреть эти листья. Они все целые, ни разу не гнилые. Я еще не удивлюсь, если на них какие-то насекомые сидели. Ну, местным нормально, а они все стерпят. Их организмы к этому привыкшие. Это мы с вами слабые в этом плане. И они только таскают молоко. Мне очень интересно, где это растение растет. Не в тех ли реках, куда вся эта канализация сливается, потому что навряд ли существуют какие-то чистые пруды, где растет эта кувшинка. Ну, на какую-то кувшинку похоже, на водяную. Когда они загружают. Сколько-то много литров.
И сейчас, наверное, в конце закину туда эту кувшинку, чтобы не плескалось. Теперь можно спокойно транспортировать. Никаких проблем нет. এটা আমার মহাজন হইলো এটা বস আমার মহাজন আছে জানে হ্যাঁ লয়াল ভিডিও Да, я понял. পরে Сколько рук в этом молоке, конечно, было это. আইন আপনারা মেরা বাবা জায়গাতে আইছে জানেন মহাজন আছে বড় বড় লোক আছে অনেক Он что-то рассказывает, я не могу понять. Еще несут, несут, несут. И сколько же там молока-то? Я до молока не дотрагиваюсь. Это внутри что-то губчатое. У меня руки чистые. И столько возни возле этого молока. Сразу за молоком пацаны шьют Adidas. Партис. Одни такие штаны стоят 65 рублей. Ну, здесь такое качество, чтобы вы понимали. Он с колена шьется все. Это самое низшее качество. Ну, эти, наверное, рублей по 70. В этом цеху делают заготовки. Здесь он нарезает и куда-то дальше отправляются. Или здесь же прямо шьет. Он же сам и шьет, в общем. Пацаны. Это, скорее всего, идет на внутренний рынок, потому что качество вообще никакое, если честно. Одно название. Так как внизу бешеные пробки, нам нужно добраться до дома, поэтому поехали на метро. И смотрите, принцип поездки на место метро. Каждая станция стоит определенную сумму. Нет такого, как у нас, например, в России. Купил билет и катайся сколько хочешь. Вот купил, проехал, все, до свидания. Стоят сотрудники, которые не подпускают к таким воротам. У нас здесь свисток, четкий контроль. Некоторые, ну, видно, что первый раз даже сюда попадают, в метро начинают фотографироваться. Как-то так. Но это не наше, это на другую сторону. Приехал поезд. Селфи на память. Я был в метро. И там выставить куда-то в соцсети.